Нам написала постоянная слушательница канала Марина, которая благодаря вашим видео начала работать над собой. И у нее появился вопрос: как совладать с чувством стыда, который мешает жить, а источником его являются какие-то определенные традиции и Да, близкие люди в окружающее семье. окружение, да. Вот. Ну что ж, Марина, во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы обращаетесь, за то, что вы поддерживаете канал. Потому что чем больше просмотров, лайков, тем это каким-то образом больше помогает людям обратить внимание на саморазвитие, да. Значит, я поняла так, вот я сейчас прямо просматриваю, что у вас там происходит. Все ваши проблемы идут от вашего окружения, ваших близких, ваших родственников. Со всех сторон на вас давят традиции, значит, различные культурные, как бы это сказать, я это называю, если честно, в шутку, культура бескультурья. Значит, во-первых, я считаю очень некультурным, когда родственники начинают нас давить чуть ли не танками, да, ты такая, ты сякая, ты розетокая, или ты такой сякой розетокий, не должен или не должна там чего-то делать, потому что вот ты там семью позоришь. Мы живем совершенно в другом мире, понимаете? И вот это чувство стыда, постоянно внушаемое нашим близким окружением, особенно родственниками, особенно родителями, основанная на каких-то там религиозных даже предрассудках, да, или каких-то там традиционных предрассудках, да. Не хочу говорить плохо, очень уважаю мусульманство, да, у них там какие свои традиции, но очень странно видеть замотанных с ног до головы женщин в 40-градусную жару в какой-нибудь абсолютно развитой стране, да. И идет мужчина весь на выхволку, и женщина такая бедненькая, забитая, семенит позади него, да. То есть там тоже все на стыде основано. Не призываю сразу вот до купальников мусульманских женщин, да я там раздеться, да, или там европейских женщин, например, итальянские традиции очень-очень жесткие, да, например. У меня есть подружка с Венгрии, там тоже свои заморочки из бочки. Там это любимое выражение всех родственников: как тебе не стыдно. То есть человек живет в современном мире, это молодые люди, да, там каким-то образом они уже хотят жить по современным стандартам, а их по-прежнему с самого детства, вот как привыкли тюкать, как тебе не стыдно, да как ты так можешь, да вот твоя бабушка там в гробу бы перевернулась, если бы там увидела тебя в такой бы вот юбке, да. Ну так вот, бабушка, начнем с того, что она не в гробу, она в вечности. И люди, которые уже умерли и ушли в вечность, они более развитые, чем вы предполагаете, ребята. Они смотрят на нас, и они радуются. Плюс все эти религиозные традиционные прессы, как я их называю, их пора бы как-то отменить. Значит, во-первых, нужно внутри стать сильнее. Для этого, как я всегда люблю говорить, берем блокнотик и составляем лист. Что конкретно, например, да, вас волнует, за что вас стыдят, например, и прям поименно. Мама, папа, дедушка, бабушка, там, да, вот они говорят, что я должна там быть, мне должно быть стыдно за что-то, да. Опять же, уже по традиции, да, ставим стрелочку. Объяснение. Объяснение, почему вам должно быть стыдно. Постарайтесь понять, что же эти люди от вас хотят, да? Например, там, вот мне 50 лет, да, я то в розовеньком, то в беленьком, то в зелененьком, как бебечка иногда рассекаю. И мне иногда ближайшее окружение, которое все еще живет в России, да, оно мне говорит: да блин, тебе 50 лет, ты куда так? Тебе не стыдно вообще в таком виде-то рассекать? У тебя внучка годовалая, и ты, и вы в таком вот всем, таком вот baby colors. Я говорю, знаете что, ребята, я живу в другой стране, во-первых. Во-вторых, с какого перепуга мне должно быть стыдно? Я одеваюсь в тех цветах, в которых одета внучка, для того, чтобы внучке было веселее. Для меня
Вот ваше чувство стыда, насаждаемого в мою голову, оно ничто по сравнению с той улыбкой и радостью вот этого моего маленького существа, да. Мои дети радуются, что я не замоталась в какие-то там гугульки-бабульки, да, там не во что-то там разоделась, как-то там одеваюсь, да, у меня мышление моложавое, да. Наверняка у Марины точно такие же проблемы. Наверняка ее стыдят за мышление, наверняка ее стыдят за образ жизни, наверняка ее стыдят за то, что я не знаю там. Сейчас я гляну. Угу, вижу, да. За то, что она не соблюдает какие-то определенные устои исторические. Марина, солнышко, не расстраивайтесь, пожалуйста. Наоборот, пожалуйста, проанализируйте, за что вас стыдят. Потом стрелочку ставьте, значит, почему это идет вразрез с моим мнением. Значит, следующая стрелочка, что с этим делать, как это перевести. Ну, например, давайте я не буду у вас расписывать, давайте, например, с себя начну. Да? Там, например, если я с внучкой одета в розовенькое, то с мамой я разговариваю в чем-то темненьком. Почему? Потому что не хочется, чтобы у мамы было прединфарктное состояние только из-за того, что ей что-то во мне не нравится. Все остальное время я живу так, как мне вздумается. Я нахожу этакий комфортный момент, понимаете? Чтобы и меня не доставали, и чтобы в то же время им там было спокойно. Но одно дело, когда мы живем через океан, да, другое дело, если эти люди живут в вашем вот буквально ближайшем окружении, у вас с ними какие-то постоянные семейные празднества, еще что-то, и вас постоянно стыдят. Самая простая фраза. Вас начинают стыдить, вы все выслушали, а потом сказали: дорогой мой родственник, вот мне уже столько лет, и я благодарна вам за ваше мнение, но мне абсолютно не стыдно, потому что мое мнение совершенно другое. А когда вам попытаются еще больше стыда внушить, вы просто так и говорите: вы не имеете права надо мною издеваться. И тогда человек: как издеваться? Да, вы издеваетесь надо мною сейчас. Почему мне должно быть за что-то стыдно? Мне не стыдно, потому что я – это не вы. Вам хочется, чтобы кому-то было за это стыдно, вот сами и стыдитесь. Зачем вы ваш стыд перекладываете на мои плечи? То есть вот такой отпор надо дать раз и навсегда. Будут попытки, будут повторения попыток. Никто никогда из этих людей, привыкших стыдить и самоутверждаться за ваш счет, у них желание не отобьется за один раз. Это вот 100% я вам даю. Поэтому вы просто-напросто аккуратненько ставите людей на место с уважением и объясняя, как вы себя при этом чувствуете. Дорогой родственник, перестаньте меня стыдить, потому что мне неприятно, мне неудобно, мне больно, вы обижаете мои чувства, вы разрушаете мое прекрасное отношение к вам. Поэтому, будьте добры, перестаньте меня стыдить. Я все знаю, я взрослый человек. И стыдить даже маленьких детей ни к чему. Понимаете? Я иногда смотрю, как малышей стыдят там мамы, папы. Ах, ты такой-сякой или такая-сякая, ты там, что вот там наделал? Я всегда останавливаю. Не надо. Не надо стыдить. Раз ребенок так сделал, скажите, как правильно, и подождите, пока этот человек сам это примет решение. Вот так надо. А эти взрослые люди, как правило, они старшего поколения, да, их вот так стыдили, они на таких же рельсах пытаются и с вами общаться. У вас есть два варианта. Либо вы это останавливаете, находите в себе силы, либо вы это продолжаете терпеть. Не советую терпеть. Остановите. Расскажите людям, что вас стыдить не надо, потому что вы взрослый человек, и раз вы так считаете делать нужным, вы так делаете.
потому что так-то, так-то и так-то. То есть дайте, опять же, мотивацию человеку. Вас понять, любить и уважать. Никогда нельзя говорить, если ты меня любишь, ты так делать не будешь. Не работает. Ты обижаешь мои чувства, потому что я верю, что ты меня любишь и не хочешь обижать мои чувства. Перестань меня стыдить. Правильный вывод, да? Человек сделает очень быстро. Поэтому у меня для вас пожелание. Не терпите ничего, не стыдитесь ничего. И всех, кто пытается вас засилить стыдом, неважно, религиозным или традиционным, да, вы, пожалуйста, не терпите. Всех этих людей вы поставьте на место и выстроите с ними прекрасные отношения. Не получится, надо расстаться. Тяжело мне это говорить, но надо расстаться, надо ограничить общение, потому что есть такой термин очень интересный — токсичные люди. Ну так вот, они вам не нужны. Как бы близкие они к вам не были, никто не имеет права портить вашу жизнь. Вы — вечная сущность, созданная Богом, рожденная на этом земле, со свободой выбора. Вы свободный человек. Вы имеете право быть таким, каким вы хотите. И ваш ответ за то, что вы делаете, как вы делаете, будет один единственный перед Создателем. Больше вас никто не имеет права судить. Никто. Ну что ж, работайте над собой, Марина, продолжайте работать над собой. Вы молодец, все получится. Люблю, целую.